Всем привет, я Макс Асабин. Вот мы и подошли к последнему арту из моей фэнтези-серии. В этот раз Blender откусил ровно половину от всего времени работы над артом, а весь записанный процесс, кстати, занял 13 часов. Если прибавить всяческие доработки вне записи и поиск материалов, то, наверное, часов 16. Кстати, рисование этого скетча – это то, с чего вообще началась работа над серией, и процесс скетчинга я впервые опубликовал еще в июле. Он, кстати, очень хорошо зашел в ТикТоке, в котором до публикации было чуть более чем 0 подписчиков. Такие алгоритмы мне нравятся. Но и алгоритмы Ютуба благодаря вашей активности радуют не меньше. Спасибо вам за всю поддержку, лайки и комменты. Видео действительно приятно делать, когда за долгие годы они впервые начали стабильно собирать просмотры, а не выходить впустую. И, пожалуй, впервые я так активно занимаюсь творчеством, действительно вдохновляющим меня. Ну и раз уж запланированная, так сказать, трилогия подходит к концу, пишите ваши идеи, продолжить ли арты в этой вселенной, или может быть у вас есть мысли, какой еще сеттинг я мог бы раскрыть. А возможно вы предложите какой-то совсем новый формат. В общем, я открыт к предложениям. Итак, вот такой скетч я подготовил. Какой у нас там следующий этап по плану? Правильно, подбор исходников. И для всей этой серии работы я искал все стоковые фото на Envato Elements. Когда ваши проекты разрастаются до чего-то сложного с использованием десятков исходников, важно иметь неограниченный ресурс фоток. И оформив подписку Envato Elements, вы получаете не просто какое-то ограниченное количество фотографий в месяц, а безграничный доступ к любым элементам из 56 миллионов ресурсов. И это не только фото, но и стоковые видео, музыка, саунд-эффекты, шрифты, шаблоны графики и многое другое. Даже 3D-рендеры всяких объектов, которые можно скачать в нужном ракурсе. Абсолютно все доступно в рамках одного тарифа и лицензируется для коммерческого использования лишь парой кликов. А лицензия для выбранных проектов сохраняется даже после отмены подписки. И если вы оформите сразу годовую подписку, то с 50% скидкой она обойдется вам всего в $16,5 в месяц. Обязательно переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с предложением, которое действительно может быть очень полезным для вашей работы. На этот раз я начал сразу с 3D, а конкретно со скульптинга рельефа и моделирования моста и форта. Я разделил Blender на два окна, чтобы в левом работать, а в правом с вида из камеры наблюдать за тем, насколько скрупулезно я следую наброску. Ну и чтобы в ускорении вам было куда смотреть, не падая в припадках. Делать основу в 3D я решил сразу, чтобы не искать какие-то готовые исходники с подходящими объектами. Лучше сразу создать основу с нуля, чтобы точнее передать собственную задумку и не основываться на том, что возможно найти, а что нет. А стоки лучше использовать для детализации мелочей. Конечно, то же самое я мог провернуть и без 3D, нарисовав силуэты объектов с нуля и также текстурировав все фотографиями. Но работа с 3D позволяет избежать ошибок с перспективой, фокусным расстоянием, светом и кучей других нюансов. Ну и возможность повертеть камерой, чтобы подобрать лучший ракурс, дорогого стоит. Но, кстати говоря, какой вариант я бы не выбрал, все это именно то, что корректнее всего назвать термином фотобашинг. В самом конкретном своем значении он подразумевает именно использование фотографий для детализации нарисованного или созданного в 3D. В отличие от фотоманипуляции, например, в которой объекты с фотографией обычно становятся основными элементами арта. Но, конечно, термины очень размыты и часто их используют как синонимы. Кстати, если вам интересна эта тема, пишите в комментариях, и я мог бы сделать целое видео, в котором расставлю по полочкам основные термины, связанные с видами и техниками выполнения диджитал-арта. Для создания моста я сперва смоделил одну колонну. Самое, пожалуй, сложное для меня было сделать эти расходящиеся дуги. Просто потому, что я до сих пор нормально не изучил инструменты и логику моделирования. Когда я кое-как все-таки собрал ножку, модификаторами я размножил ее и пустил вдоль кривой. Эту же кривую экструдировал в верхнюю часть моста и тоже немного доработал. Концепция форта была достаточно простая. Просто потому, что такую я придумал еще на наброске, а не потому, что я слишком ленив для чего-то более сложного. Не, вы что? По факту я моделил вот такой тонкий малополигональный цилиндр, а вот эти модификаторы уже давали стенам толщину, регулировали остроту углов и увеличивали полигональность объекта. Это дает больше пространства для маневра, когда даже после каких-то изменений на основе ты всегда можешь перенастроить некоторые особенности модели в модификаторах.
Вообще, по жизни как-то так сложилось, что я не могу обучаться нормально и стандартно. Так, чтобы засесть перед серией статей или видеоуроков об основах с нуля, параллельно открыть программу и уделять ежедневное время, чтобы пошагово и последовательно что-то повторять, записывать, запоминать. Вместо этого каждый новый проект, в котором передо мной стоит задача сделать что-то в 3D, для меня как сеанс плотного погружения в самообучение, с места в карьер. Наверное, поэтому я умею многое, но по чуть-чуть, и некоторым нужным мне вещам я так и не научился полноценно. В процессе работы над этим артом было полно таких вещей, которые я делал скорее потому, что мне было просто интересно повозиться с чем-то новым для меня. Так я, например, слишком увлекся попытками накалякать какой-то рисунок на барельефе, но получалось криво-косо, и в арт это даже не попало. Также статуи на мосту я решил заскульптить с нуля. Хотя до этого, пожалуй, ни разу в жизни не пытался скульптить фигуру или лицо человека даже примерно. Стоит ли говорить, что эта первая попытка была лишь проявлением моего интереса? Особенно вот эта попытка в детальное лицо. Ведь я с самого начала понимал, что статуи будут стоять спиной к камере. Какой мы можем сделать вывод из этого? Никакого. Радует, что мне до сих пор интересно пробовать что-то новое в творчестве, но не радует, что я ленюсь полноценно уделить времени и обучиться чему-то нормально. Для увеличения детализации рельефа я использовал функцию динотопа. Она позволяет увеличивать количество полигонов конкретно в тех местах, в которые мы вводим кистью. К тому же полигонов становится больше, если мы находимся ближе к поверхности. Работает это грубовато и, насколько я знаю, редко используется профессионалами. Но я решил использовать это вместо обычного ремеша или сабдивижена, чтобы при увеличении детализации не создавать кучу мелких полигонов там, где они не нужны, за пределами кадра или вдалеке. Иначе мой ПК просто утомился бы от этого проекта. Форт я перевел в меш. Если переводить на фотошоперский язык, так сказать, растрировал модификаторы. То есть безвозвратно применил их. Это чтобы поскульптить поверх, нарисовав всякие повреждения, разломы и трещины. Далее я начал настраивать шейдеры. Я решил сделать смешивание камня со снегом. Наблюдать за кашей на экране в данный момент не очень интересно. Давайте я лучше медленно покажу примерный принцип работы шейдера. Начнем с конца. На выход к материалу у нас идет нода Mix Shader, которая, что бы вы думали, смешивает два разных шейдера. Первый шейдер для снега. Он просто белый. Из интересного на нем разве что нода Bevel. Она визуально как бы размывает углы нормали и смягчает полигоны. Второй шейдер для камня. Основной в нем такая вот текстура шума. Здесь она раскрашивается в градиент и идет на Base Color. А здесь через ноду BAM превращается в микрорельеф для камней. В третий вход на Mix Shader у нас подключена маска. Если ее нет, шейдеры смешиваются просто равномерно, в зависимости от настройки ползунка. Я же подключаю к ней набор нод, которые вместе создают вот такое распределение, где в черных областях у нас как бы снег, а в белых камень. Теперь разберем маску. Я взял данные из Position, которые просто создают градиенты в трех пространствах X, Y, Z. Я отделяю ось Z, инвертирую цвета и при помощи математической ноды с режимом Add передвигаю переход выше. Далее режимом Multiply делаю переход мягче. Это заготовка для того, чтобы на высоте было чуть больше снега. В то же время я также использую данные геометрии о нормалях. Они показывают, в какую сторону смотрят полигоны. Мне нужны те, что смотрят наверх, поэтому я отделяю синий канал. Это, думаю, понятно для чего, чтобы сделать как бы снег, осевший на поверхностях камней. Две эти заготовки смешиваю. И напоследок подмешиваю к этому еще немного шума. Вот, собственно, и все с шейдером. В шейдере форта все примерно то же самое, но с добавлением текстуры кирпичиков. Также где-то между делом я хотел сделать туман, подсвеченный солнцем, прямо в 3D. Но результат не особо впечатлил, и это все не стоило тех трудозатрат и времени. Поэтому я оставил эту работу для фотошопа. Ну и последняя ненужная вещь, на которую я решил потратить время перед переходом в Photoshop – попробовать сделать болванки путешественника и медведя, чтобы ориентироваться на то, как их размеры и пропорции будут выглядеть на таком расстоянии. В общем, еще одно ненужное действие.
Ну, я так и развлекаюсь, что поделать. К тому же я впервые попробовал моделирование метасферами. Ну, забавный опыт. Итак, полпути пройдено, и мы переходим в Photoshop. Начинаю с добавления неба. Чтобы совместить выразительные тучи с закатом, я использовал несколько разных исходников. И трансформировал их, чтобы создать некоторое ощущение закрученности вокруг магического луча. Также на фон я добавил пару слоев гор, и больше объектов фон не требует. И мы можем перейти наконец к детализации 3D рельефа. Для этого я собрал несколько стоков с выразительными камушками. Сначала я накидаю их так, чтобы направление рельефа как-то рифмовалось с рельефом в 3D. Затем подгоняю их по цветам и через Blend If проявляю снег и немного исходной текстуры. Ну и на маске подтираю лишнее. И так с разными фотками. На ближнем плане мне не везде понравилось, как снег и 3D совместился с фотками. Я дорисовал собственного снега белой кистью, аккуратно прорисовал его и через Blend If скрыл на тенях ниже лежащих слоев. Мне понравилось, как Blend If сработал тут, даже лучше, чем я ожидал. Поэтому я прорисовал такого снега повсюду. Для верхушки горы я приготовил особые исходники с реальным снегом на горах. И по той же схеме подогнал по цветам и наложил через Blend If, проявляя его только там, где мне нравится. Для мостика я скопировал кусок из стены и нарисовал ему объем и снег вручную. Как я уже говорил в прошлом видео, при таких масштабах гораздо проще рисовать с нуля, чем использовать фотки. Также вручную я нарисовал мелкие детали снега по всей горе. Вроде не сказать, что этих деталей много, но они очень хорошо создают дополнительный необходимый рельеф, вроде расщелин для водопада или горной тропы. Также я детализировал снегом и горы на заднем плане, накинув на них фотографии и прорисовав что-то вручную. Дальше я хотел проработать снег и на тропе на ближнем плане, накинуть текстуру, нарисовать следы и все такое. Но результаты меня вообще не впечатляли. И даже было ощущение, что я не справляюсь с этой задумкой. Поэтому я вернулся в Blender, чтобы сделать это там. Я скопировал кусок тропы, отделил его, сгладил, нарисовал следы и сделал по ним displays. В процессе, конечно, возникли некоторые проблемы, но, пожалуй, это уже слишком дотошные мелочи. В целом, результатом я был доволен. Дальше я немного дорисовал мелочи вручную и, наконец, пришел к созданию персонажей. Исходники что человека, что медведя я сильно перекроил, поменяв им позы и ракурс. А все снаряжение нарисовал с нуля. Пожалуй, в этой работе это был самый человый процесс. А пока вы наблюдаете за процессом, надеюсь, попивая чаек в своем креслице, самое время принять это сложное, но важное решение. Хотите ли вы поставить этому видео лайк? Осторожно, пути назад уже не будет. Из каких-то важных объектов осталось добавить только водопады. Своими дымными кистями я создаю влажность вокруг водопада. Ах да, как вы возможно заметили, из 3D проекта я также отрендерил карту глубины, которую на данном этапе я уже начинаю использовать как для общей воздушной перспективы, так и для конкретных сгустков тумана, рисуя его в тех местах, где важнее всего выделить планы горных извилин и в том числе акцентировать внимание на персонаже. Параллельно проскакивает много мелких и разноплановых доработок, от дорисовки деталей водопада до цветокоррекции и затемненных участков. Также рисую туман, подсвеченный закатом, который был важной частью задумки еще на этапе наброска. И рисую закатный свет там, куда он еще может попадать, на мосту и на небе.
чуть не забыл сделать канатное ограждение. Я также нарисовал его с нуля, хотя работа была достаточно нудная и кропотливая. И после этого уже пошла финальная часть с доработкой всевозможных мелочей. Всякие более выразительные проявления дымки, рефлексов, дополнительная мелкая детализация трещин, разломов и всего такого. Свет на горах на фоне, свет на основном рельефе, свет от магического луча, свет на персонаже с медведем, свет от фонаря, свет на снегу, свет на ограждении, свет на тучах. Все. На следующий день я решил добавить еще снежка в воздух и чуть получше закрутить небо вокруг луча. И готово. Спасибо за просмотр, ребята. Если видео понравилось, как всегда буду благодарен вашим лайкам и комментам. И огромное спасибо всем моим патронам. На моем патреоне, кстати, как всегда, в ближайшее время будут доступны PSD-файл и полная запись процесса создания этой работы. Хорошего дня и берегите свое здоровье.